Егор и Андрей. Андрей и Егор, добрый день. Я очень рада вас Здрасте. видеть по скайпу, потому что это первый Здрасте. раз, когда художники не сами записывают себя, а все-таки мы вживую решили пообщаться. А вообще, конечно, общение сейчас происходит каждую секунду. Zoom расписан прямо 10 минут с этой стороной, 10 минут с другой стороной. И так мы все в самоизоляции. И Да. я хочу первый вопрос задать. Вы где вообще? Вы в мастерской, у себя дома? И как на вас эта самоизоляция ам, влияет? Дома в Париже. Сидим по домам. Егор у себя, я у себя. Самоизоляция влияет на нас, достаточно привычное состояние, в том плане, что ты сидишь дома, работаешь за компьютером, пытаешься чего-то сочинять, рисовать и так далее. Первый месяц вообще пролетел незаметно, а сейчас уже появилось желание почаще выходить на улицу. Вот. Как-то так, Егор. Егор? Ну да, Единственная только возможность, Андрей, да, выходить на нельзя улицу? гулять дольше километра от дома. И это, наверное, самая главная проблема, потому что все парки закрыты. Вот. А так, в принципе, ничего не поменялось. Также сидим дома, работаем, как и работали до этого. Ну и, конечно, ощущение того, что закрытие границ, я не думал, что так сильно будет вот это внутреннее ощущение несвободы, что ты не можешь взять и как привычно тебе купить билет и быть на следующий день в другом конце света. Вот это вот внутреннее ощущение немножко раздражает. Вот. Ну и, конечно, музеи все закрыты. У нас было единственное развлечение — это музеи, в общем, выставки разные и концерты музыкальные. Все. Вот. Вот так жизнь Ненадолго такая же. приостановилась, да, и как бы Да. я понимаю, что художники, они привыкли к самоизоляции, но, с другой стороны, это самые большие путешественники, потому что если не наблюдать за миром, то откуда брать вот этот импульс для искусства? Для меня самая большая проблема сейчас, что я не могу прийти в Пушкинский музей, поэтому я виртуально путешествую, и вот виртуально путешествую с вами очень часто. Я вспоминаю вашу интервенцию, да, и выставку, которую вы провели год назад в Пушкинском музее, она называлась «Виртуальный человек», да, и вот это было, мне Ну кажется, да, как Homo раз virtualis. про отношения с цифровыми технологиями, социальными сетями. Сейчас мы постоянно как бы в этих цифровых технологиях, в социальных сетях, и очень многие, кстати, художники в проекте «100 способов прожить минуту», как ни странно, предлагают какие-то проекты, направленные не на улучшение нашего самочувствия, а на улучшение самочувствия наших технологий, которые вокруг нас, потому что, как кажется, что именно они устали, им нужна сейчас какая-то тоже медитация отдельная, не только как бы человеку, но вот аппаратам, компьютерам, которые очень заняты и очень устали. То есть идет такой не бунт против машины, а наоборот их спасение. Вообще выдержат ли они вот это время карантина, либо не выдержат. И так, как бы они вот трансформировали нашу реальность, но мне очень нравится, что многие художники как раз предложили как бы медитацию наоборот. А вы предложили искусство в дом, как бы чувствуя, что поменяется, наверное, вообще музей в будущем. Вот о чем ваш проект? Потому что, мне кажется, ваша инструкция очень важна для читателей сайта «100 способов прожить минуту» и для зрителя. А вы ведь предлагаете целую выставку в дом, расширить, как бы, расширить свои произведения искусства, и это изумительно, потому что будет чем заняться, и будет, как не попадая в музеи, обеспечить себе как бы времяпровождение с группой Recycle. Ну, мы, мне кажется, достаточно давно почувствовали историю по глобальном внедрении технологий, как бы, и начали заниматься нашим приложением, с помощью которого как раз можно и увидеть будет эти трекеры. Его нужно будет скачать в App Store или Google Play, оно бесплатное. И мы начали это делать с 2016 года. Первый проект мы делали в Нью-Йорке, а потом даже Венецианскую биеннале мы делали тоже с дополненной реальностью, вы, наверное, видели. Вот, поэтому это ощущение виртуального соседства с другими людьми, виртуальной жизни, как бы оно у нас достаточно ярко выражено и развито, потому что мы также продолжаем заниматься проектами, связанными с дополненной реальностью. Вот. И проект, который мы показываем у вас, это сборник, скажем, наших
таких удачных трекеров, которые олицетворяют разных персонажей. Ну, то есть там 3 трекера есть из выставки с Пушкинского музея и несколько трекеров других из выставки в Лондоне. Это все про персонажей, про виртуальных личностей, которые могут соседствовать со зрителем, собственно, прямо дома. Вот. А кто И эти персонажи? Расскажите нам, пожалуйста. персонажи там самые разные. Там есть инстаграмиан, фейсбукиан, твиттериан. То есть там нарисованы прям схема как искусственного интеллекта, да, где указано там дата берется отсюда, вот здесь там логика, вот здесь там раздел, отвечающий за сарказм, вот здесь раздел, отвечающий за юмор. Вот, и они между собой, эти квадратики, всячески взаимосвязаны, как некий алгоритм, по которому этот виртуальный персонаж, ну, наверное, не чат-бот, а все-таки вот виртуальный персонаж как бы живет. И чтобы увидеть его физическое тело, зрителю нужно скачать приложение, и он, собственно, будет его разглядывать. Вот. А как И их все можно эти персонажи... менять каждый день? То есть вот это Там все-таки проект, который ты помещаешь у себя в квартире. Какие у вас рекомендации по размещению этих персонажей? Будут ли появляться новые персонажи как бы сейчас? Потому что, мне кажется, есть ну, подходы как бы к тому, что создается какой-то новый человек, либо какой-то новый типаж. Ну вот сейчас, пока мы все изолированы, мы начали уже понимать, что просто диджитал мира недостаточно нам, что все-таки каким бы прекрасным и полным ни была бы цифровая картинка, она никогда не сможет заменить как бы часть реальности. То есть нам нужно пребывание одновременно в двух реальностях. Поэтому ты можешь взаимодействовать с маркерами, с вот этими, вот, которые ты можешь распечатать, повесить в разном порядке и составить свою композицию. То есть, как бы, этот виртуальный мир, он все-таки от тебя зависит серьезно. Вот, И то есть это очень поиграться, важно на можно самом деле. поиграться будет, значит, с этими маркерами, распечатав их в разной там последовательности или смешав между собой, составив свою картинку, вот. А персонажи будут добавляться, ну, по мере того, как мы делаем разные проекты, будут добавляться в открытом доступе какие-то, вот. Но сейчас мы решили именно вот людей открыть, которые у нас именно фигуративные проекты. Ну, мне Вот, очень там нравится эта идея шеринга, и поэтому я не могу вас не спросить, а вам как кажется все-таки, куда сейчас пойдет искусство после этого карантина? Ну, когда-то же он закончится. В сторону материальности или больше в сторону виртуальности? Потому что вот мое личное ощущение, что искусство пойдет в сторону сенситив, материальности и какого-то вот это желание как бы потрогать материал, да, и вот и каким будет музей? Каким образом изменится музейная среда, отношение зрителя и музея? Ведь как-то все уже будет немножко не так, как вчера. Ну, что касается музеев, например, то очевидно, что музеи будут делать больше онлайн-проектов, и все, что связано с технологиями AR, там, дополненной реальности или там VR и прочее, будет развиваться еще активней, потому что, судя по тому, как люди сидят дома достаточно долго, будет очевидно какой-то взрыв, когда люди захотят все выйти на улицу и быстрее социализироваться. Вот. Но, опять же, будет такой же спад, потому что люди вспомнят, как им сиделось дома, и скажут: ой, а чего мне ходить в музей, если я вот могу, в принципе, зайти в какое-нибудь приложение или зайти на сайт, да, и посмотреть, что там происходит. То есть, по факту, сейчас институции начинают умещаться на веб-страницах, по большому счету. То есть, это совершенно новая, как бы, такая история, когда все ярмарки мировые, там, я не знаю, начинают появляться в онлайне, и людям не обязательно лететь в какой-нибудь Гонконг для того, чтобы увидеть выставку, они прекрасно могут это пронаблюдать у себя дома. Ну, то есть в сторону лени небольшой, вот в плане передвижения, очевидно, это Сработает. направление такое сработает, да. Но никто не отменял материальную часть, потому что людям действительно захочется потрогать, посоциализироваться, ощутить какие-то разные моменты, вот. И нельзя сказать, что этого не будет. То есть это будет, но волнообразно. У нас появилась дополнительная реальность. Даже вот
с нашим проектом, когда человек вешает, допустим, на стенке трекеры и видит их своими глазами, это там некие цифры, буквы, да, и вот он их может как-то повесить. Но картинка совершенно меняется и по размеру, и по пропорциям, когда ты заходишь в приложение. И уже повесив их по уровню в одну линеечку, например, да, ты понимаешь, что, вот так не работает, значит, нужно этот трекер выше, этот ниже, потому что реальность вторая такова, что она тоже подчиняет физическую реальность. То есть тут все зависит от всего. Как бы. И то, что как бы сейчас есть направление вот в сторону диджитала такое активное, это на самом деле ход такой эволюционный достаточно. Может быть, даже и вирус этот появился, как природа решила попробовать испытать человека, ну раз люди научились коммуницировать без присутствия рядом друг с другом, может быть, и стоит провести вот такой эксперимент, ну-ка посидите все дома. И люди как-то нашли способ эволюционно, действительно, вот как мы с вами сейчас коммуницировать и не терять вот эту нить общения. Вот. То есть это и процесс эволюционный отчасти. А какая-то интерактивность будет заложена в вашем проекте? Ну, то есть вот ведь каждый человек будет делать свой экспозиционный ход к персональной выставке Recycle Group. Вы не будете просить как бы прислать эти экспозиции, как взаимодействуют Ну, разные вообще, объекты, персонажи? Ну, было бы неплохо, конечно, получить отзыв от зрителя и какие-то картинки, так что если будут, выкладывайте в Инстаграме, нас отмечайте, и мы с радостью у себя в сторис это перепостим. Но мы призываем, да, всех участников проекта «100 способов прожить минуту» Все активно и зависи у меня. интерактивно реагировать на запрос как бы художников и на проект художников. Мне ужасно нравится, что он очень материальный. Он и Спасибо. виртуальный, и реальный. И, пожалуйста, получите удовольствие от той выставки, которую создадите у себя в квартире. Ребята, огромное спасибо. Я думаю, что это еще не конец. Мы еще каким-то образом абсолютно. свяжемся, так как проект будет жить. Сегодня это проект «100 способов прожить минуту», а завтра мы, может быть, его переиначим в сторону «100 способов прожить год», потому что впереди реально надо решать, что делать и с музеями, и с искусством, и как не потерять вот этот вкус к путешествиям и к реальному материальному искусству. Спасибо огромное. Спасибо большое вам. Удачи с всеми начинаниями. И мы Так, очень а рады. я снова на связи. Очень интересно было бы увидеть какой-то отзыв от зрителей, обратную связь, и мы с радостью перепостим у себя в Инстаграме, в сторис ваши эксперименты с нашими виртуальными работами, так что не стесняйтесь, записывайте, отмечайте нас. И мы будем добавлять со временем какие-то новые трекеры. Я надеюсь, что мы будем на связи, и какие-то новые изображения с разных выставок будут пополняться в коллекции Пушкинского виртуального музея.